Большую часть настроек мы уже выполнили, остался последний рывок и цель достигнута. Кто не смотрел первые две части, очень рекомендую посмотреть. И следующим этапом мы отключим все ненужные службы Windows. Потребляют ресурсов они немало, а помогают ровным счетом ничем. Слежка за вашими действиями, сбор и анализ всего, что можно проанализировать, на мой взгляд, мало кому необходимо. Для этого кликаем правой кнопкой мыши на панели задач и переходим в диспетчер задач. Переходим во вкладку «Службы» и в нижней части окна выбираем «Открыть службы». В случае, если на вашем компьютере нет датчиков отпечатков пальца и освещения, отключаем службы. Служба датчиков, служба данных датчиков, служба наблюдения за датчиками. Отключаем биометрическую службу Windows. Я бы не стал доверять Windows свои биометрические данные. Если вы такого же мнения, смело отключаем. Следующая служба факс. Если не используете, то отключаем. Если нет принтера, то и служба диспетчер печати вам не нужна. Отключаем. Служба географического положения определяет местоположение компьютера. Отключаем. Функциональные возможности для подключенных пользователей и телеметрия. Обязательно отключаем. Эта служба главный помощник Windows в слежке за вами. В зависимости от установленных приложений этот список может быть гораздо шире. Соответственно, и операционная система может работать еще быстрее. Специалисты Лиги Мастеров подберут индивидуальные настройки конкретно под ваш компьютер, учитывая установленное программное обеспечение, конфигурацию компьютера и ваши индивидуальные потребности. Все, что для этого нужно, перейти по ссылке в описании и получить необходимую консультацию. Далее нам нужно перейти в свойства системы. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши на значок «Мой компьютер» и переходим в свойства. Выбираем дополнительные параметры и переходим в параметры раздела настроек быстродействия. Здесь мы можем настроить визуальные эффекты, тени и общий вид Windows. Но наша задача вытащить из системы максимум производительности, поэтому большинство того, что тут есть, нам не понадобится. Выбираем вкладку «Обеспечить наилучшее быстродействие». Чтобы изменения визуально были практически незаметны, вручную добавим парочку опций. Ставим галочку напротив сглаживания неровностей шрифтов, отображение теней, отбрасываемых окнами, и вывод эскизов вместо значков. Применяем и в том же окне переходим в раздел «Дополнительно» и убеждаемся, что включена функция «Оптимизировать работу программ». После этого переходим в раздел «Предотвращение выполнения данных» и убеждаемся, что включен первый пункт. Все сохраняем и возвращаемся на главное окно панели управления. Меняем вид отображения на мелкие значки и переходим в раздел «Центр специальных возможностей» и снимаем первые две галочки. После этого переходим в раздел «Оптимизация изображения на экране» и снимаем первые три галочки. После этого переходим в раздел «Облегчение работы с клавиатурой» и выбираем вкладку «Настройка управления указателем мыши», снимаем галочку с управлением указателем с клавиатуры и в самом низу ставим «Отключить». Далее переходим в настройку залипания клавиш, снимаем все галочки и применяем. После этого переходим в настройки фильтрации ввода и снимаем галочки в последних двух пунктах и применяем настройки. Далее переходим в раздел «Использование текста и зрительных образов вместо звука». Отключаем визуальное оповещение. Далее переходим в раздел «Облегчение использования сенсорных панелей и планшетов». Отключаем экранного диктора. Стоит отметить, если у вас проблемы со зрением или слухом, то эти настройки менять не стоит и лучше пропустить. Следующим этапом отключим индексирование. Процесс достаточно длительный, поэтому нужно запастись терпением. Но после проведения этой операции мы значительно разгрузим компьютер от ненужных действий в фоновом режиме. Для этого перейдем в «Мой компьютер», кликаем правой кнопкой мыши на локальный диск, выбираем свойства и снимаем галочку «Разрешить индексировать содержимое файлов», жмем «Применить» и соглашаемся. Далее здесь же в свойствах диска переходим в раздел «Очистка диска». После выполнения этой процедуры удалятся временные файлы и ненужный мусор. Но не нужно забывать и про более глубокую чистку от временных файлов, которая делается вручную. Для этого у меня есть отдельное видео, ссылку оставлю в описании. Ну и на этом можно нас поздравить. Оптимизация Windows завершена, осталось только перезагрузить компьютер.